Тема этого расклада: когда и с кем закончится мое одиночество. Я сделаю расклад на картах Таро. И это особенное Таро, оно в принципе Таро Ленорман, да? Почему Таро? Потому что здесь младшие арканы Таро. И это астромифологическая колода, которая очень-очень интересная, чисто французская, и в ней много метафор из мифов. Мифы — это, знаете, в них суть намек на жизнь, это народная мудрость. Очень хорошая карта, я их использую крайне редко, только по особым случаям. Тема особенная, с кем и когда закончится ваше одиночество, поэтому я взяла вот эти особенные карты. И у меня есть несколько таких колод. Если вы знаете, у меня всегда по две колоды, потому что такой мой метод. И вот поменьше, которые карты точно такие же, меньше форматом. И я взяла карту господина. И точно из такой колоды, только меньше форматом. И сюда можно вложить вашего двойника, мужчину. Того, которого вы себе или намечтали, или надумали, или которого вы уже встретили и не знаете, будет ли он ваш мужчина. То есть вложите сюда, если пожелаете, будьте любезны, своего двойника, мужчину. Или, например, вы с ним живете давно, и вы с ним одиноки. Так бывает очень часто, когда люди в браке, потому что брак – это экономическая субстанция, это не очень много вообще идет о том, о чем мы думаем, это все о другом. Поэтому, когда же закончится, наконец, мое одиночество, когда, наконец, я перестану себя чувствовать в отношениях непонятой, или же, если вы на самом деле не живете с противоположным полом и хотели бы жить, но у вас не получается найти. И здесь вот эта карта – это двойник того человека, который вас сделает счастливой, вот другими словами, да, вот сюда можно его вложить. Такая рамочка, что-то она... Надеюсь, сработает, да? Вот, это, конечно, все магия, это белая, церковная магия, привлечение удачи, так что не сомневайтесь. Знаете, давайте я сделаю так, чтобы вам было виднее вашего двойника. Вот вкладывайте в этот портрет, пожалуйста, качество того мужчины, которого вы хотите себе привлечь. А я начинаю расклад, мои дорогие, и задействую я, как я уже сказала, астромифологическую и любимый Ленорман. Вот это называется малая колода Ленорман, а это традиционно называется большая колода Ленорман. Если кто не знает, у меня по этой большой есть замечательные уроки. Если есть желание, обратитесь на мой сайт. Ну что, начинаем, мои дорогие. Когда и с кем закончится ваше одиночество? Я смотрю для всех, потому что мы и в браке часто бываем одиноки. Так что вы четко, с пользой для себя, как я всегда говорю, проведете досуг, что на самом деле расслабляет мозг, а расслабить мозг – это значит улучшить здоровье. Как гомеопат вам это сообщаю по секрету. Я беру 3 карты для начала. Когда и с кем закончится ваше одиночество. Вот, посмотрите, какая рубашечка у них потрясающая. Вот, это на большой колоде Ленорман, так называемой. У нас еще есть малая колода Ленорман, вот это. Это реплика из французского музея, это очень интересные карты. Здесь даже есть пораженные такие места, как, знаете, в баре там, вот, ими пользовались. Это очень интересная колода. Кстати, медведь на дне колоды, мои дорогие. Абсолютно волшебный расклад будет. Медведь на дне колоды, мои дорогие. Это мужчина, новый, знакомый, мужчина деловой, серьезный, защитник. Защитник, мои дорогие. Так что прислушиваемся, да, прислушиваемся, мои дорогие. На дне колоды ничего случайного вообще не бывает ни в жизни, ни в предсказаниях, ни в чем. Итак, мы смотрим, 3 карты берем. 1, 2, 3. Когда и с кем закончится ваше одиночество? Так, хорошо. Все готово? Я начинаю трактовать. Начинаю трактовать для вас, мои дорогие. Итак, по большой колоде Ленорман, первая карта. Десятка пик.
10 в картах и в нумерологии это не последний номер, 10 это первый номер, это новое начало. Вообще в нумерологии 9 номеров, если 10-я карта выходит, в данном случае десятка пик. Кстати, вот именно астромифологическая колода, карта называется по значению игральной, поэтому это как Таро, малые, младшие арканы. Всегда, когда мы видим номер 10, это новый виток в жизни, новое начало. Вот эта карта, знаете, что говорит? Не наступи на те же самые грабли. Здесь намек идет на такую волшебницу, вот здесь, да, это может быть негативное влияние родовое есть, негативная волшебница. То есть кармический узел, да, негативная волшебница напоминает вам о предыдущем очень драматичном опыте, да, и у вас есть очень много страха в уме о том, что мужчина будет или пить будет, или будет агрессивный, потому что у вас был такой негативный опыт в прошлых жизнях, который называется кармическим узлом, все так просто, да. Вот такая вещь. То есть десятка пик говорит, смотри осторожно, когда ты ищешь мужчину, потому что мужчина, их много, они какие и женщины разные, мы не привязываем характеристики половые вообще к людям, да, мы людей не делим на категории. Когда мы ищем себе романтического героя, мы делим на категории, потому что нам нужно, чтобы он нас, ну, как бы восхищал, возбуждал и так далее. Но когда касается длительных отношений, мы не делим людей на категории. Это советует карта, потому что можно наступить на те же грабли. Харизматичные вызывают у вас желание, но гад, мерзавец и обманщик, да, такое часто бывает. Когда мы ищем мужчину на длительные отношения, мы выбираем человека, не взирая на его вот эти категории. То есть мы выбираем человека, который нам бы соответствовал по духу, и с ним было бы спокойно, комфортно жить. Ну вот эта карта говорит, на самом деле волшебница, она хоть и она кармическая, но она говорит, смотри осторожно, потому что у тебя уже были в прошлых жизнях очень негативные отношения. Отсюда у тебя тревожность есть. Отсюда у тебя есть тревожность, и мозг как бы спотыкается об эту тревожность и не дает возможность расслабиться и найти нормального партнера. Итак, когда же закончится одиночество? Ну, карта Венеры на быке, это потрясающе совершенно. Да, скоро. Но опять пиковая, да, пиковая карта, пиковый туз, да, туз это первая карта, потому что здесь младшие арканы от единицы до десятки, это не наши игральные карты, другие игральные, полные колоды. Поэтому туз это как начало любви, начало страсти, но страсть может быть роковая. Вот следующий партнер это может быть ваша роковая связь, роковая страсть. Будьте аккуратны. Влюбляться можно романтически, но не влюбляться как бы на всю жизнь, потому что пока вы человека не узнали, все его качества, как вот Зевс, обманул же он, понимаете, он же обманул, он притворился там в тельца и так далее, да, такого шелкового, ласкового, на самом деле раз и увел Европу, да, это о Европе дело идет. В общем, будьте очень осторожны, чтобы не превратиться в слугу вашего господина, и чтобы он вот такой, который к бутылке пристрастен, вам не попался, потому что часто такие мужчины харизматичные на вид, это мужчины с распущенной психикой, который увлекается бутылкой. Потому что бутылка распускает психику, и человек распущенный, нам он иногда кажется очень симпатичным и романтичным, но это его, конечно, обман вот такой, да, вот такая вещь. Итак, когда же и с кем закончится одиночество? Советник, вам дается совет, вот это вы пришли к советнику, к консультанту, карты консультанта. Я не советую делать никаких раскладов за деньги, теперь уже не то время, я не советую, но если вы думаете по-другому, это ваш выбор, вы хозяин-барин, да, вы хозяин-барин, и никто другой в вашей жизни, я не советую. Поскольку если у нас есть такие терапевты, здесь в этой колоде 56 терапевтов, а в этой 36, вот какой смысл еще и за деньги. Тем более в наше время, когда деньги это так сложно, и кризис сумасшедший идет, так что будьте аккуратны. В мире очень много зла. Этот советник, вот эта карта как советник, терапевт говорит вам, в мире очень много зла. Семерка бубновая.
Говорит, будьте аккуратны, с кем вы связываетесь. Может, у человека какие-то бубновые проблемы или проблемы финансовые, да. И такой человек финансовый, с финансовыми проблемами, может, хочет вас использовать, будьте аккуратны. Вот эта шторка, такая занавес, говорит, что многое от вас скрыто, многое вам не видно. И нет моментального решения, нет моментального результата, но наш ум, он такой блуждающий, он воспаленный тем, что мы постоянно задаем вопрос, когда же, с кем. Ну вот сегодня, именно сегодня один только шаг, мы не можем в один момент в день все решить. И эта карта говорит, что да, у вас закончится одиночество, бубна – это радости же тоже, да, но вы будьте аккуратны, потому что какой-то человек, который прикидывается не тем, кем хочет, вернее, не тем, кем является, он может вас увести туда, куда ему или ей выгодно. Да. Если вам говорят, вам нужно что-то проработать, вот здесь вот это может быть, вот этот красный наряд, это предупреждение, вам говорят, вам нужно проработать, вам нужно изменить себя, вам нужно проработать в себе кармический узел. Кармический узел проработать в себе нельзя и не нужно, я вам говорю как родолог, да. А мы просто говорим нашему предку, успокойся, ты теперь уже не здесь, я живу жизнь, и не мешай мне. Но если вам говорят, вам нужно это проработать, вы грешник, поэтому у вас проблемы, потому что вы грешник, это человек-манипулятор. Будьте очень внимательны к таким консультантам. Кстати, если кто-то выдает себя за меня или же моим ассистентом, это все мошенники, я не делаю ничего за деньги, никаких раскладов за деньги. Вот эта карта отвечает на итоговый вопрос, когда и с кем закончится ваше одиночество. Это очень простой ответ. Двойка червовая. Это как двойка чаш, если кто немножко знает карты Таро. И на ней у нас собака – это преданность человека, преданность мужчины, птица – это перемены. Здесь вот эта часовня – это узаконенные отношения, а никакой не треугольник, никакие не слезы, фонтан, да? Никакие не проблемы. Двойка чаш – это взаимопонимание. Да, у вас будет скоро взаимопонимание, и ваше одиночество закончится. Но дело все в том, что мы чувствуем себя одинокими часто, потому что мы сами с собой в разладе. Иногда меня девочки спрашивают, мне закончить эти отношения? Я говорю, все зависит от того, как вы чувствуете. Если вы чувствуете, что все проблемы только идут от партнера, да, можно закончить, но вы играете в рулетку русскую, потому что вы, может, себя обманываете, и проблемы идут не только от партнера, а чаще всего 50 на 50. И то, что вы закончите отношения, это не решит вашу проблему, а будет то же самое, но в одиночестве, потому что нам нужно найти мир с собой. Да, двойка чаш иногда показывает на мир с собой, когда двойка – это ваши две половинки внутренние, и не янь, когда вы одиночество заканчиваете для себя раз и навсегда. Но бывают такие моменты, когда люди заканчивают отношения, и у них вообще новая жизнь, такие женщины, как наново родились. Но вы должны знать, что чужой опыт никогда нельзя использовать как свой. Вот те женщины, которые как наново родились, кстати, вот Паш, это и есть поиск себя, да, вот эта карта на этот вопрос отвечает. Так вот, те женщины, которые наново родились, если закончили какие-то ущербные отношения, они действительно были очень сильно самостоятельные и умели жить сами с собой. Нельзя чужой опыт прожить, поэтому карты вам индивидуально говорят, вы услышите все, что нужно вам сами, да. А вот для некоторых закончить отношения – это значит найти удовольствие именно в отношении с собой, а потом найти себе достойного партнера, а для некоторых и не нужно их заканчивать, потому что дело не в партнере, хотя кажется вам, что дело в партнере, а дело в том, что и он, и вы не умеете общаться с друг другом, нет этого всего, да, нет навыка этого с детства. У нас очень часто нет навыка в детстве, если родители были в плохих отношениях, мы этому научились. Паш пиковый – это и есть. Паш пиковый или же валет пик – это пустые хлопоты. В общем-то, пустые хлопоты думать, что кто-то закончит наше одиночество закончим только мы сами, когда нам будет комфортно с собой на 100%, а потом мы решим, вот весы, видите, да, весы, да, здесь, и весь земной шар, там можно найти себе партнера.
Теперь не то, что там по месту жительства 2-3 человека, в моем случае мной интересовался вообще только один. Так что, понимаете, а сейчас, если бы я была, вот мне было 20 лет, я бы по всему миру, зная немного английский, да также интересно посмотреть, у кого и какой-то интересный человек по всему миру может мне подходить, да. Но я не против, Николай оказался приличным человеком, но могло бы быть и наоборот, как у многих, ровно наоборот, потому что один по месту жительства был. А здесь весы и земной шар, и книги, книга вашей судьбы предполагает вас в паре, в счастливой паре. Пустые хлопоты думать, что ваше одиночество связано с тем, что либо вы в паре не поняты партнером, когда вы сами с собой не можете найти общий язык. Такое бывает, такие пустые хлопоты по вальту пик, когда мы можем это проследить. Например, мужчина там на одной работе, вы на другой, можно уехать на пару дней где-то, уехать в отель, например, самой, и попробовать с собой побыть, понравится ли вам. Если вам с собой очень не понравится наедине, это значит, что дело не в мужчине, а в вас. Нужно закончить одиночество с собой, говорит эта волшебница. Это другая волшебница, но эта волшебница, в общем, очень хитрая. Это же у нас жена Зевса, Гера, да, и она притворилась, пришла к любовнице Зевса, притворилась старухой. Почему старухой? Потому что эта старуха больше не rivalry, а старуха больше не оппонент для молодой женщины, да. Вот, и молодая женщина может раскрыться, и может не бояться, и может, в общем, поверить тоже, и вот такое все. Поэтому нельзя никого старухой называть никогда. Мы сами, кстати, себе делаем приговор, когда кого-то старухой называем, поскольку это неправильно, и, в общем-то, я не хочу здесь еще углубляться, потому что скажут, отвлекаюсь, хотя я никогда не отвлекаюсь. Итак, четверка пик. Как раз о том, о чем я только что сказала, одиночество закончится наше только тогда, когда мы на 100% будем уверены, что нам самим собой не одиноко, а только после этого, первой фазы, первого шага, да, вот эта мудрость вот этой Геры, но это тоже вот ее зависть, это ее ревность, она же в красном, да, что только тогда мы можем разбирать партнера по косточкам и говорить, что с ним не так, разобраться, что со мной не так, примириться с собой, а потом посмотреть, партнер не очень-то мне подходит, буду искать другого. И здесь Гера так не делала, потому что Зевс ей был выгоден, метафора, суть, намек вам. Зевс был ей выгоден, поскольку он же был королей, и ей был выгоден этот союз, да, поэтому она продолжала его ревновать, вместо того, чтобы разобраться в себе, потому что Гера – это воплощение ревности всегда, да, у нас метафорическая, вот такая вещь. Четверка пик – это когда человек сам себя ранит, думая, что одиночество связано с влиянием других людей, и забывает, что часто мы в отношениях ущербных или сами собой в одиночестве, потому что у нас нет доверия себе. Нам хочется моментальный результат, и это требует мозг, такой наш старинный мозг, да, лимбический, где идет так: захотел есть, там травку съел, захотел, там что-то еще поспал. А неокортекс, вот этот вот префронтальный, новый, префронтальная кора, я не биолог, так что вы уж поймите, знаете, о чем я говорю, она предполагает, что мы работаем на потом, на результат, да, например, сегодня я улучшаю отношения с собой, завтра я нахожу достойного партнера, мы работаем на отложенный результат, отложенный результат – это очень трудно, мы хотим буквально сегодня принца на белом коне. Но пока человек не знает точно, чего он хочет, этот принц может прийти совсем не то, что нужно. Ух, какой здесь принц пришел, Геракл. Потрясающий, вот это один из подвигов Геракла изображен, и здесь у нас с вами девятка червовая. Девятка, как я уже сказала, она легка на помине, о ней сегодня шла речь. Девятка – это последний номер в нумерологии, это полнота любви с мужчиной, который вам по судьбе действительно воплощение мужской силы и красоты. Когда скоро, и венчание, смотрите, венчание и доблесть. Кстати, вот эта карта доблести, что высшие силы там, молодец. Но вообще-то с похвалой нужно быть аккуратной. Доблесть здесь в этих солдатах, это защита. Мужчина вас защитит от родни,
от каких-то перипетий судьбы, от экономического кризиса. Будьте аккуратны, чтобы мужчина не защитил вас от самой себя, чтобы он не явился тем препятствием, которое будет между вами, которое навязано вам, вашим ложным «я». Конечно, нужно уходить от этой субстанции «я», навязанной нам воспитанием и так далее. Мужчина может быть тем препятствием, той ширмой, которая отделяет вас от ложного «я» и вашего идеального «я». И часто вот такой мужчина-спасатель и является этим препятствием, как гомеопат и человек, который консультировал много, очень лет, скажу, что так бывает очень часто. Женщины не знают, слушайте, карты сами переворачивают. Эта карта мне показалась, сама она перевернулась, и это четверка бубновая, но это спасатель, это мужчина, который действительно даст вам экономическую стабильность. Здесь сценка, когда воин, герой, использовал волшебницу как... Он ее использовал, он ею пользовался, чтобы добиться цели в своих героических вот подвигах, да, и использовал ее как любовницу, использовал ее советы, за советы он ее не платил, и даже волшебница, она может пострадать от такого мужчины. А здесь идет речь о вас, и вы, может быть, волшебница для какого-то мужчины были, есть или будете, и такой мужчина вами пользуется, он... хочет прославиться, это мужчина, для которого женщина – это у нас архетип трофей. То есть смотрите, какая у меня женщина, я, наверное, герой, раз у меня такая красавица. Но вот если через 10 лет ему покажется, что вы уже не такая красавица, он моментально поменяет вас на другую, более молодую. И предателем его назвать можно, да, можно, действительно он предатель. Но можно тоже понять, что он был предателем с самого начала. Он им не стал, когда нашел моложе вас. Он с самого начала рассматривал вас как трофею. Поняли, да? Он пользовался вами, он был вампир. Есть такие друзья-вампиры, у меня такие всегда были, что я всегда давала людям от щедроты души. Но вот меня Бог миловал, партнер мой не вампир. Но если у вас, я, кстати, только для примера себя привожу, ни для чего другого. Если у вас партнер вампир, бегите от него, потому что он на вас вытрет ноги, да, и, в общем, может быть, он держит вас какими-то подарочками. Кстати, вот во время моей матери именно мужчины держали женщин подарочками. Женщины так велись на это, что считали, раз подарки дарит, значит, он герой-любовник, а раз не дарит подарки, значит, неплохой. Не в подарках дело, иногда подарки это подкуп, да, подкуп. Итак, трифовый туз. Когда и с кем закончится одиночество? Ну, это идеальная ситуация. Это битва за золотое руно, как вы видите, да? За вас он бьется, этот человек, вот это настоящий герой, который пришел за золотым руном, то есть за счастьем, да, и готов на все ради вас. Трифовый туз – это мужчина, знаете, не такой харизматичный, не такой сексуально аттрактивный, как просто очень надежный. И вот корабль, это может прийти откуда вы хотите, да, он действительно может быть из любой страны. И смотрите, какая здесь красота, вот вы вот с этой стороны карты. Кто не знает, в этой карте очень много всего есть, на ней очень много подсказок, да. И вот с правого нижнего угла я одной рукой показываю, чтобы вам было виднее. Вы уж простите, чтобы две руки не было в экране. Меня и за это обвиняли, кстати. Не знаю почему, но неважно. Сейчас вы видите, я просто вам сообщила, где. Вот здесь, в этом углу, вы видите, вы в счастливой паре. Действительно, астромифологическая колода говорит, что вы будете очень счастливы с человеком, который будет вам безгранично предан. И он будет просто деловой, спокойный человек. Потому что трифовая масть – это масть семейная. Там здесь доверие, меньше эмоций, больше дела. Потому что любовь, она выражается в поступках, да. Хронический стресс, когда мы все ментализируем, вот и все. И получается так, что мы постоянно с эмоциями связаны мысли. И мы не видим на самом деле практической жизни.
Тревога такая, потому что нет у нас больше опыта на Земле, сколько у нас опыт в сознании, такой эмоциональный опыт, а мысли, которые заряжены эмоциями, они очень утомляют. Трифовая масть – это не эмоции, это просто деловой человек, который на деле выражает свои чувства. Вот с этим человеком довольно скоро, он бьется уже за вас с силами зла, которые на Земле, конечно, присутствуют, чтобы прийти и вас сделать счастливой. Это сказала астромифологическая колода, мои дорогие. Ставьте, пожалуйста, лайки, как это принято говорить, кстати. Я Лена из Канады, Ванкувер, кто не знает. Я не иностранный агент, хоть я и живу за границей, со стороны виднее, да, и я никем не куплена, если кто не знает. Если вы первые зашли, я в восторге от того, что могу вам помогать. Итак, малая колода Ленорман. Та же карта корабль. Смотрите, видите, два корабля? Видите, два корабля, да? Ну вот я могу просто повторить ту же трактовку. Когда и с кем закончится ваше одиночество. Романтический герой, который много прошел, потому что пиковая масть здесь. И у нас с вами опять десятка пик. Десятка пик у нас уже была с вами в большой колоде, видите, десятка пик. Вот, в малой колоде тоже вышла десятка пик. В большой колоде, если кто не верит, может сначала посмотреть, десятка пик была самая первая карта. И когда я взяла в руки малую колоду, у нас десятка пик тоже вышла самая первая карта. Это, конечно, знак, это знаково, это абсолютно знаково. Эта десятка пик говорит о том, что новый виток отношений, не берите старые грабли и не думайте, что кармические узлы нужно обязательно отрабатывать. И все в вашем поведении такой синельников был. Это вообще ущербная совершенно психология. Делайте человека виноватого постоянно. Это вообще люди очень несчастные делаются от этого. Я не рекомендую, но это чисто мое, не рекомендую. Не рекомендую, мои дорогие, чувствовать себя одинаково ущербную, некрасивую, кто еще и так далее. Вот, не берите в новую жизнь старые проблемы, старые грабли. Десятка – это новый виток в жизни, и пиковая масть – это, конечно, старые грабли, то есть кармические узлы. Кармические узлы развязываются легко, как я уже говорю, нужно просто сказать предкам: я вас понимаю, я понимаю вашу боль, но теперь я живу, а не вы. И они уйдут на покой, ваши предки. У меня есть много магической работы, когда мы отправляем предков на покой, и я деньги из зачистки не беру. Когда и с кем закончится, я ничего не рекламирую, это мой канал, и это моя авторская работа вам на помощь. Я не рекламирую себя, я просто говорю, что раз выходит кармическая карта, карта кармических узлов, десятка пик, 10 – это новый виток и новый виток проблем. Я говорю, что отправьте ритуально своих предков на покой и не ведитесь на тех, кто говорит вам, что нужно отработать, переработать, изменить себя, улучшить себя. Вы грешный, плохой, грязный. Это все издержки прошлых веков, где из человека делали раба, несчастного, грешного, непотребного. Такой человек не может быть в отношениях счастливым, потому что он себя считает ущербным, раз с собой человек чувствует одиночество, он не может быть счастливым. И это терапевты карты вот так. Как сказала, так есть. И поэтому рекомендую чистки без денег, а те, которые, если вы не можете закрыть свои кармические узлы, это можно делать ритуально. И денег за магическую работу я не беру. Опять пиковая масть. Да, жаль, конечно, что многие меня не поняли, может быть. Но я еще раз повторюсь, мне не трудно. Здесь восьмерка пик, конечно, меньше, чем десятка. Многие поняли, в чем суть дела, но некоторые не поняли. И 8 – это старые долги, старые кармические долги, старые, которые проявляются через вас. Идет такая резонация, сад. Это ваши предки. И здесь идет резонация с вами, 2, это с каким-то одним предком, вы какой-то предок, который очень сильно пострадал в отношениях. Например, была какая-то запретная любовь, треугольник, запретная любовь считалась грязной любовью, там из другой даже деноминации или из другой нации запретная любовь, уж не говоря из другого рода, с
которыми враги, как Джульетта и Ромео. Что еще здесь можно сказать? Конечно, это мужчина, который, может, предал, который обижал вашего предка, женщину. Смотрите, как интересно, да? Что я вижу, мои дорогие, и что вы видите? Если вы видите сначала, смотрели расклад, у нас на дне колоды была вот эта самая карта. Вот это он, легок на помине, красавец, молодец. И мне нравится, когда карта мужчины выходит как медведь. Часто мужчины слабые, это те, которые скандалят, те, которые агрессируют, те, которые обижают женщину, те, которые порабощают. Вот. Но медведь, он бывает разный. Это, да, хозяин, у которого есть своя хозяйка. Да. В природе, конечно, медведи – это совсем другая вещь, но в жизни у нас медведь – это человек, может быть, который защищает. И, может быть, вы сублимируете понятие мужчины через эту карту, думая, что медведь должен быть агрессивный, только таким образом он может женщину зажечь. Так, это правда. Потому что к женщинам очень жестоко обращались мужчины раньше. И 10 последних тысяч лет назад. Да? Поэтому у нас немножко связано вот это желание мужчины с агрессией, связано, да, к сожалению. Поэтому вот все такие игры там в спальне, они бывают очень даже агрессивные игры, да. Будьте с этим осторожны, можно заиграться и попасть в ловушку настоящему садисту по карте медведь. То есть, да, закончится одиночество, но не попадитесь в ловушку садисту. Вот в чем дело, да, мои дорогие. Угу. Каждый раз заново пересматривайте мужчину, изучайте его под микроскопом, не влюбляйтесь перед тем, как узнаете его полностью, поймете его паттерн поведения, его кодирование такое родовое. Если кто не знает, у нас у всех есть родовое кодирование. Это всегда было и есть и будет. Вот такая вещь. Эмоции управляют энергиями. Конечно, медведь – это эмоция победителя. Да, закончится ваше одиночество, да, придет победитель в вашу жизнь, несомненно. Несомненно, ключевой мужчина придет в вашу жизнь, да. И это откроются те двери, которые раньше были закрыты, это откроется информация новая о мужчине, когда вы сможете сами принимать решения относительно того, что вы нового о нем знаете. У вас уйдет надобность в том, чтобы мужчине доверять на слово, потому что ключ – это информация. Понимаете? Любовь с первого взгляда – это же, конечно же, любовь гормональная. Она тоже имеет место быть. Но можно влюбиться с первого взгляда в картинку или же в гормональный фон, а потом окажется, что совсем не ваш человек. Не нужно перекручивать мои слова. Никому не советую. Зачем же пришли с каким намерением пришли, да, спорить со мной или просто посмотреть расклад опытного таролога, сделать соответствующие выводы. Я просто читаю вам, дорогие мои карты. Я уже говорила о любви первого взгляда. Здесь это тоже имеет место быть, это прекрасно, но если нет информации о мужчине и влюбились, а потом оказалось, что так сильно вложилось, жалко бросать, а он оказался подлецом. Такое бывает тоже. У мужчины может быть болезненное самосознание, а может быть и нет, потому что вот эта карта человека по судьбе, это лилии. Это лилии. Это спокойные мысли о человеке, вот о настоящем герое, кстати, который будет с вами всю жизнь и будет вам преданным. Вот это лилии. Который будет держать внимание, будет держать фокус всей его жизни, фокус всей жизни медведя на том, чтобы с вами отношения улучшать. Потому что это важно, это самое главное, да? Так что вот здесь я вижу, что с кем и когда закончится ваше одиночество. Это как доктор прописал. Это расклад как песня. У меня есть, кстати, рубрика «Как по нотам». Знаете, вот это как по нотам, мои дорогие. Защитник, который действительно с первого взгляда влюбились, а потом его изучили, оказалось, что еще и приличный человек, с которым можно жизнь связать по карте ключ. И еще человек,
с которыми будут длительные отношения. Лилия – это длительные отношения на всю жизнь. Но вот это оберег, это талисман на то, что отношения действительно будут очень счастливыми, и вы родились быть счастливой в паре. Но вот это как доктор прописал расклад, как песня, мои дорогие. Потрясающе, я в восторге. Так что желаю вам всего вот этого, чтобы случилось у вас счастье. Кстати, кто, может быть, никогда не видел эту колоду, я сейчас найду карту вот этого господина, чтобы вы знали, что не зря я выставила его портрет. Это двойник вашего мужчины. Сейчас вы увидите ту же самую карту, но немножко больше крупным планом, это побольше карты будут у нас. А со своей стороны хочу сказать, что я люблю, обожаю моих слушателей, и я посвящаю свою жизнь работе. О, смотрите, а еще и вместе. А что было перед вами и после вас? Вот эта карта была возле него, и это возле вас. Интересно, посмотрим, конечно. Добавочная информация, мои дорогие. Вот, я посвящаю свою работу моим подписчикам, чтобы помогать. Итак, смотрите, они были вместе еще. То есть не они, вы и он, да. Вот это он в этой колоде. Вот он. Видите, то же самое, да, тот же портрет. Это он. А карта, которая была рядом с ним, это дополнительная информация, мои дорогие, для вас. Это была карта богини судьбы. Богини судьбы. Так что мужчина по судьбе к вам идет. Ух ты! Карта богини судьбы. Мужчина по судьбе идет. Это потрясающе. Это вы. Это ваш двойник. Можно посылать двойника, чтобы это было для вас просто как перчатка подходила. И двойников мы от себя отделяем всегда. Неправильно выходить из себя. Есть такое выражение «я вышла из себя». Да? А правильно посылать двойников, такие копии себя во внешнее пространство, чтобы с ним взаимодействовать. Поэтому это мой авторский метод двойников работает. Вы и он вышли рядом, вы пара. Вы пара не просто, вы пара по счастливой судьбе, карта богини судьбы. И с другой стороны, возле вас, кстати, вот была вот эта карта, это тоже божество, кстати, египетское, которое держит бумаги ценные. Это может быть бумаги на ценное владение общим домом, или это же брачный контракт. Ну, что такое брачный контракт? Нам кажется, это сухо, это обидно, этого не может быть. Ну, или просто бумаги вот в мэрии вы... Называется бракосочетание. Как называется? Свидетельство о браке. Вот. Свидетельство о браке. Ну, а тройка чаш – это карта любви, это вы, он и ангел любви, как я уже часто говорю. 3 – это продолжение отношений, это счастливый исход. Вот карта тройка чаш – это как судьба Золушки после того, как принц нашел ее по туфельке, да, вот это именно из судьба Золушки такая потрясающая. Вау, я в восторге, смотрите, судьба с мужчиной. А зачем меня, ну, я делаю то, что высшие силы говорят мне делать. И высшие силы мне сказали, возьми карту мужчины в этой колоде. И оказалось, что вы с ним рядом были. И еще и карта судьбы, и карта счастливой судьбы, любви. Потому что 3 – это продолжение, это вы, он и будущее ваше вместе. Я в восторге. В восторге ли вы от расклада, я только узнаю по комментариям. Может быть, не все должны слова с вами резонировать. Все зависит от того, как вы чувствуете себя, в разное время по-разному можно воспринимать расклад. Вот, можно его пересматривать, каждый раз будете какую-то информацию нужную для себя получать. Здесь мой дом, мы могли присесть на этот стул вот, и побывать у меня на раскладе, мои дорогие, моя студия для вас. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья, желаю вам исполнения всех ваших желаний. И будем видеться, когда вам нужна будет помощь друга. Или, что еще важнее, с пользой проведенный досуг, потому что это самое дорогое. Вот такая вещь. Все для вас здесь делаю. Приходите, получайте помощь. Как вам понравился расклад на малой и большой колоде Ленорман? Кстати, вот эта карта выходила сегодня, да? Угу. С двух сторон, видите, она это герой, мужчина-спаситель. Ну и медведь, в принципе, то же самое, да? Медведь – это мужчина-спаситель тоже. Кстати, вот эти карты античные, они с 56 года. Я их приобрела
на интернете, но это античные издания. В общем, видите, еще и номер античный есть. Это очень классное издание античное. Оригинальное. Оригинальное — это значит настоящее, original. Кстати, у нас оригинальное — это такое оригинальное, да? А вообще правильный перевод, иногда слова просто кто-то неправильно в словаре перевел. Original — это аутентичный. Вот так, мои дорогие, люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Подписывайтесь на канал, здесь все для вас. Вы подписываетесь вообще-то не на канал, а вы подписываетесь на видео, которые вам помогают, да. Это, как знаете, раньше подписывались на «Комсомольскую правду» там и так далее. Подписывались же не на издание, не на тех, кто делал видео, вернее, газету, а на эти статьи. Точно так же вы подписываетесь, вот кому-то нравится мое кольцо, вот оно. Вы подписываетесь на работу, которая вам помогает. Так что это для вас полезно. А почему полезно ставить лайк? Как гомеопат скажу, это выражение эмоций. Если эмоции не выражены, они вредят здоровью. Как гомеопат вам скажу, эмоции должны проживаться через тело. То есть хотя бы вот это движение, пальчик вверх поставить, ну или вниз, что кому нравится. А вот... Кстати, YouTube уже не показывает пальчики вниз для других, потому что это все частное мнение. Но самому выразить эмоцию можно, если на меня разозлились, поставить пальчик вниз. Тоже полезная для вас эмоция. Хотя для меня было бы, это, конечно, грустно знать, что кто-то поставил пальчик вниз. Это по вашему желанию. Вы у меня всегда хозяин-барин, вы человек главный. А я ваш слуга, преданный слуга. Люблю вас, обожаю, желаю счастья. Кстати, это был эфир. Но это ничего не значит. Чем старше видео, тем оно лучше. Как красное выдержанное вино или намоленные иконы. Многим помогло и вам поможет. Вот, поскольку это был эфир, правило хорошего тона — сказать спасибо тем, кто пришел, выразил эмоцию, послал мне хорошие слова. А также, кто послал донат, я выражаю вам свою эмоцию, благодарю от себя и от платформы, потому что это с вашей стороны благородно, но этого делать не нужно. Абсолютно. Только если вам в кайф, абсолютно не нужно этого делать. Я в деньгах не нуждаюсь, но я делаю ту работу, которую считаю полезной для моих слушателей. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Пока-пока, мои дорогие.